Привет, друзья! Привет! Сегодня мы будем готовить одно из наших самых любимых традиционных испанских блюд – арабо де торо – бычьи хвосты, томленные в вине. Это блюдо с многовековой историей, и готовили его еще с времен Древнего Рима. Но, как полагается, самые лучшие куски говядины или быка доставались богатым, а что ели бедные, они ели субпродукты – хвосты, копыта, ножки, ливер и так далее. Поэтому сейчас это блюдо уже, конечно, совсем на другом уровне и подается в самых фешенебельных ресторанах Испании. Да и готовится оно, конечно, не исключительно из бычьих хвостов, а из любых говяжьих хвостов. Но у нас хвост особенный, потому что наш любимый мясник Хосе нарубил нам этот хвост. Как он сказал, это говядина, лучшая говядина в Испании из Галисии. И более того, презентовал нам бутылку вина, чтобы в правильном вине томились наши бычьи хвосты. Ну, а помимо бычьих хвостов и вина, которые по названию блюда понятно, что должны быть, используются самые обычные овощи. Лук, лук-порей, томаты, перцы, морковь и чесночок. Количество мы, конечно, укажем в описании. А пропорции между ними на самом деле не столь принципиальны. Подбирайте на свой вкус из того, что есть у вас дома. Ну что? Поехали? Поехали. Сначала кусочки хвоста надо посолить и поперчить. Теперь надо кусочки все обвалять в муке, чтобы мука покрыла все части нашего мяса. Наливаем в кастрюлю, в которой будем готовить блюдо, оливковое масло экстра virgin 100 грамм и даем ему время, чтобы оно немножко нагрелось. Затем закладываем куски мяса в кастрюлю и будем их обжаривать до золотистого цвета. Периодически переворачиваем, чтобы мясо обжарилось равномерно со всех сторон. Таким образом мы как бы мясо запечатываем, и его все соки сохраняются. Пока наше мясо обжаривается, нарежем овощи. Их нарезаем достаточно крупно. Мелко нарезать не нужно. Морковку режем вот такими круглями. Последним нарезаем чеснок. Маленькие кусочки готовятся быстрее, поэтому мы их вытаскиваем первыми. Дадим большим и средним кусочкам еще немножко поджариться, и затем их будем вытаскивать. В ту же кастрюлю, в которой мы жарили мясо, закидываем чеснок. Дадим ему пару минут, чтобы он поменял цвет и дал аромат. Теперь закидываем остальные овощи и все активно перемешиваем. Посолим их немного и продолжаем перемешивать. Пока овощи тушатся, натрем томаты. Помидоры нарежем пополам и натираем их на терке. Это очень удобный способ, чтобы не снимать дополнительно шкурку с помидора. Она остается в руке. Овощи у нас достаточно потушились. И мы добавляем тертые томаты. Еще раз все перемешиваем. Добавим 3 лавровых листика,
3 горошины черного душистого перца и 2 цветочка гвоздики. Перемешаем. Поверх овощей выкладываем мясо. Заливаем вином и оставляем на большом огне, чтобы вино закипело. Как только вино закипело, еще раз все перемешаем и добавим горячей воды так, чтобы она полностью покрыла мясо. Если у вас есть бульон, можно использовать мясной бульон. Закрываем крышкой и оставляем томиться на медленном огне часа 3,5. Прошло почти 3 часа, и мы проверяем готовность мяса. Проверим вилочкой. О, какое оно мягкое. Вилка проходит насквозь. Все мясо нам надо будет достать. Оставшийся соус переливаем в отдельную емкость, чтобы пробить его погружным блендером. Естественно, если встречается лавровый лист, перец, горошек, все это мы вытаскиваем. Чтобы соус у нас получился еще более шелковистым и нежным, протрем его через сито. Сколько ароматов тут переплелись. И лавровый лист, и гвоздика, и морковка, и лук. Просто протираешь и наслаждаешься запахом. Вот какой замечательный соус, гладенький и нежный у нас получился. Если вы хотите, чтобы у вас был соус погуще, можно дать возможность ему покипеть. Но нас устраивает такая консистенция, и мы в этот соус будем выкладывать мясо по одному кусочку. Перемешаем и дадим мясу настояться в соусе еще 2-3 минуты. Традиционно краба де торо подают жареную картошку. И мы решили тоже не отходить от традиции и пожарить картошку. Картошечка готова. Приступим к подаче нашего блюда. Выложим пару кусочков мяса. Польем нашим вкуснейшим соусом. И в качестве гарнира жареная картошечка. Присыпем ее мелко нарезанным укропчиком. Блюдо готово. Можно пробовать. Главный ингредиент этого блюда – это терпение. И нам его хватило. У нас этого ингредиента сколько. Давай пробовать. Давай. Смотрите, друзья, какое мясо, какая нежнятина. Она просто расходится на волокна. Видите? Ну-ка, Дай-ка давай. мне кусочек. В соусе. Можешь вытащить вставные зубы. Тебе не понадобится. Тает во рту. А Закуси-ка. сколько ароматов. Какой вкуснейший получился соус. Мясо, пропитанное вином. Это словами не передать. Вам надо обязательно попробовать приготовить. А картошечка? Она, конечно, не самый главный виновник торжества. Очень вкусненько. Нет, Ну, она, попробуйте. главное, подходит к такому мясу. Нежному, ароматному. Это какое-то суфле. Просто шедеврально. Полный восторг, друзья. Набирайтесь терпения и следуйте нашему рецепту. А пока
Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой и оригинальной. И лайки не забывайте ставить. До новых встреч! Пока!